Привет, друзья! Сегодня мы на заводе Micron, и впервые ProHiTech посетит настоящее производство кремниевых чипов. Поговорим много о чем, но сначала нужно пройти зону таможенного контроля. На заводе Micron производилась одна из моделей российских процессоров Эльбрус. И в случае с этой одной конкретной моделью, которая была, вероятно, нацелена на космическую отрасль, в России мы имели полный производственный цикл. И на примере производства Micron сегодня покажу, как работают фабрики по производству чипов для микропроцессоров. Увидите тест на деградацию, что происходит с кремниевым чипом, когда он работает на повышенном напряжении в условиях высокой температуры. Узнаете некоторые особенности из области IoT, поговорим о передаче данных пользователей и даже затронем угрозы со стороны искусственного интеллекта. Чтобы попасть на территорию чипмейкера номер 1 в России, нужно сначала одеть бахилы. Здесь вообще соблюдается полная чистота, хотя мы еще и не дошли до производственных линий. Micron производит около 200 тысяч пластин в год кремниевых, но среди них пока все еще нет 300-миллиметровых. Вообще, производство пластин, это я сказал, довольно общее. Сырье, то есть саму болванку, заказывают все равно у стороннего производителя. И этот производитель находится не в России. Хоть у нас и есть предприятия, которые выращивают электронный кремний, но не той частоты, что требуется современным техпроцессам. Пластины максимум 200 мм, которые используются на Микроне, тоже не самые современные, но об этом позже. Порог входа в микроэлектронике сейчас, он абсолютно непреодолим для новых игроков. Хороший пример имеем в лице Global Foundries. Этот проект заключался в том, что Арабские Эмираты хотели направить деньги от добычи сырья на развитие микроэлектроники. В результате они сделали миллиардные инвестиции в заводы в разных странах. В Объединенных Арабских Эмиратах так ничего и не построено. Жесткие ограничения существуют на передачу технологий. Ну и, в общем, компания сейчас находится в кризисе. Вот это последний за 10 лет игрок, не считая китайские государственные холдинги, который попытался выйти на рынок микроэлектроники. Вообще за последние 30 лет новые игроки в области производства микроэлектроники возникают на основе слияний и поглощений уже существующих активов. Процесс освоить очень дорого, потому что это очень комплексный вопрос. Чтобы освоить процесс, надо создать чистые комнаты, всю инфраструктуру, поставить оборудование. Надо провести огромную R&D-работу от физических структур такого размера до связанных библиотек, на которых уже можно строить какую-то логику. А фабрику уровня 7 нанометров можно построить за ориентировочно 15 миллиардов долларов. Это очень дорогое удовольствие. Но надо понимать, что это очень-очень тонкие нормы, уже близкие к размеру молекул, это очень сложно. Сегодня максимум для техпроцесса, которого смогли добиться в России, это 65 нанометров. Но, как сказал генеральный директор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников, на новой фабрике в ближайшее время будут осваиваться уже 28 нанометров. В работе будут 300-миллиметровые пластины. Но всего этого пока не случилось, и мы посмотрим, как идет работа на существующих нормах. Делается все в так называемых чистых комнатах. Видеофрагменты из таких вот комнат на фабриках Intel, Global Foundries, TSMC вы много раз видели на нашем канале. И сейчас мы отправимся в ту самую чистую комнату, но для этого надо переодеться и даже пройти по такой вот липучке, которая снимет грязь с бахилов уже. За комбинезон тут отвечают специальные люди. Так, спасибо. Последовательность облачения в спецодежду строго соблюдается.Сначала шапочка, потом перчатки, потом комбез и бахилы. Надетые на ноги бахилы уже должны оказываться с другой стороны скамейки, или на ней, а другая еще не одетая нога, еще с внешней стороны. В конце одеваем латексные перчатки, и только тогда можно идти в чистую комнату. Что таким образом защищает спецодежда, человека или продукцию, и от чего? Та пыль, та грязь, те частицы, которые создает человек. Это человеческие волосы, частицы кожи. Она защищает от попадания их в окружающую среду чистой комнаты. Также от электростатических зарядов, которые скапливаются на людях. Этот комбинезон проводящий, в нем сделаны проводящие нити, они нейтрализуют этот заряд, скажем так.
Маска защищает от влаги, которую выдыхает человек. В чистой комнате поддерживается определенный уровень температуры, влажности и запыленности. Это вот 3 основных параметра чистой комнаты. Ну, также еще давление. Создается перепад давления внутри чистой комнаты, чтобы наружные частицы загрязнения не попадали внутрь. Вот сейчас, когда мы облачились во всю необходимую спецодежду и прошло минут 10-15, я чувствую, что там, может быть, рукам уже некомфортно. Вот Да, первое время чувствуется некомфортно. сколько человек вот в таких условиях работает? Какова продолжительность смены нахождения в этой комнате? И одна смена длится 12 часов. Но есть перерывы. Есть перерывы, да, 2 перерыва по 40 минут. Об ощущениях я скажу позже. Сейчас же давайте посмотрим на процесс превращения заготовки в продукцию. Вначале имеем совершенно гладкую и чистую пластину, в данном случае 200 мм, которая, впрочем, все равно должна пройти этап химико-механической полировки, где наносится суспензия, пластина крутится и удаляются микроскопические неровности, которые могут повредить на следующем этапе фотолитографии. В этом помещении уже используется особенный желто-коричневый свет, защищающий светочувствительный материал, фоторезист, который наносится на пластину, потом засвечивается светом с проходящим через особые фотошаблоны или фильтры. Вот в таких контейнерах у нас хранятся так называемые фотошаблоны. Фотошаблон устанавливается наверху. Внизу размещается пластина с фоторезистом, светочувствительным материалом. Луч лазера проходит через фотошаблон, и рисунок фотошаблона отражается, экспонируется на фоторезисте пластине. И после этого проэкспонированные области удаляются, непроэкспонированные остаются на месте. И таким образом мы можем формировать рисунки с таких вот фотошаблонов на пластинах. И такая процедура повторяется многократно, образуя множество слоев. Нам привели пример для 180-нанометрового техпроцесса, в котором 33 слоя. А для современных архитектур и техпроцессов Intel и AMD количество слоев может быть многократно больше. И если допущена ошибка на этапе проектирования дизайна и изделие не работает, то ошибку можно исправить, заменив только один из шаблонов, изменив топологию. Фотошаблон изделие дорогое, и все эти ошибки, конечно же, отражаются на стоимости готового изделия. А ошибки проектирования заказчиком, как нам сообщили, случаются нередко. И чтобы понять, кто совершил ошибку, нужно снова провести исследование. Но я забегаю вперед. После фотолитографии лишние элементы кремния убираются, нужные остаются. Делается это в том числе с помощью химической обработки. На каком-то этапе требуется нанесение диэлектрика и обработка ионами бора, которые остаются в незащищенных областях. И каждый раз пластина попадает на контрольно-измерительное оборудование, где анализируется состав и количество химических элементов. Все должно быть в рамках техпроцесса. Закончив с одним слоем, пластина отправляется для формирования следующего и так далее. То есть процесс формирования идет очень небыстро. И на конкретном примере 200-мм пластина на микроне находится в производстве около 3 месяцев. То есть от болванки до готовой к разделению пластины проходят 3 месяца. И это не считая срок изготовления фотошаблонов. К стоимости болванки за эти 3 месяца прибавляется несколько тысяч евро, более точной информации нет. Все это время пластины перемещаются по заводу между этажами в специальных контейнерах, крышка которых выполняет роль светофильтра, и к пластинам человек не прикасается. Все делают автоматы, в том числе выполняют сортировку пластин в контейнерах и между ними. Как я говорил, в более тонких техпроцессах больше слоев, и без перехода на экстремальный ультрафиолет, например, интеловские 10 нанометров, которые пока не совершили такой переход, может потребоваться гораздо больше времени и средств. Поэтому сейчас, проанализировав те трудности, с которыми мы сталкиваемся, переходя к размерам в единицы нанометров, было принято решение, что и 10 нанометров Intel будет, по сути дела, рисовать кисточкой длиной 193 нанометра, используя фтораргонный лазер, которым мы научились работать профессионально. К этому, собственно говоря, выводу пришла вся индустрия, и все тех процессы, которые сейчас озвучены, и которые вроде бы даже звучат чуть меньше, чем у Intel, по сути, также создаются при помощи длины лазера с длиной волны 193 нанометра. GlobalFoundries, например, приостановила освоение технологии 7 нанометров, потому что для того, чтобы ее окупить, тут не технические сложности, а экономические, надо производить не менее 50 тысяч пластин в год. Заказчики, которые могли бы обеспечить GlobalFoundries такие объемы, их в мире тоже очень немного. Это Apple, AMD, Nvidia и Qualcomm, пожалуй.
И все они сейчас пользуются услугами TSMC. Нас наконец-то выпустили из чистой комнаты, мы находимся на техническом этаже. Над нами чистая комната и под нами чистая комната. Между ними вот этот технический этаж, откуда происходит подача кислот, электроэнергии и так далее. Лифт, между прочим, имеет 2 этажа и ходит между чистыми комнатами. Чтобы попасть сюда, нужно снова переодеться и подняться уже по лестнице. Вот здесь есть аварийный душ. Если что-то случилось, какой-то прорыв кислот или так далее, то есть вам что-то попало в глаза, вы можете оказать себе первую медицинскую помощь таким образом. И знаете, что я вам скажу? Вы говорите, что кусок кремния не может стоить дорого, что все оборзели и слишком много просят. Но изделие такого рода действительно не может стоить дешево только по той причине, что не учитывая сложность технологий, которые здесь применяются, даже вот здесь, на старых техпроцессах, учитывайте еще человеческий труд. Труд непростой, потому что мы побывали там, вот в чистой комнате, пробовали, несколько часов, 3, может быть, 4 максимум часа, в 2 пары перчаток, одну снимаем, и вот шерстяные можно просто выжимать. То есть труд такой, знаете, осилит не каждый, находиться 12 часов вот в таком вот режиме. Ну, от этого и цены соответствующие. Если посмотреть внимательно, вы увидите там, что чипы там расположены разных размеров. Это так называемый multi-project wafer, то есть когда на одной пластине располагаются чипы разных размеров. Это позволяет сэкономить много денег за счет того, что разработки разных отделов, скажем так, то есть людей, которые разрабатывают разные схемы, кто-то делает побольше схемы, кто-то поменьше, все эти разработки объединяются на один набор фотошаблонов, и не нужно делать для каждой схемы отдельный набор фотошаблонов. За счет этого экономится очень много денег, и мы получаем все проекты, реализованные на одной пластине. Ну, здесь вы их проверяете. А вот можно для сравнения пластину с одним проектом? Да, вот, например, сейчас, секундочку. Вот для сравнения пластина, на которой так называемая полная запечатка или single project wafer. Ой. Когда одна и та же схема запечатывает всю поверхность пластины. Такие изделия – это уже массовое производство, то есть чем больше мы изделий можем поместить на пластину, тем это выгодней. Поэтому делается полная запечатка. Сколько денег я чуть не разбил? Порядка нескольких тысяч евро. С собой Точнее не скажу. Место, где мы сейчас находимся, это одна из тестовых лабораторий. Тут проверяется уже итоговый продукт и выясняется, стоит ли та, чуть было мной не разбитая пластина, озвученной суммы. Для тестов на пластину нанесена специальная разметка с точками, куда упираются иглы тестовой головки. Эти элементы потом будут уничтожены при распиле пластины на элементы и нужны только для тестов. Во время тестов элементы работают при повышенных температурах и токах. Сейчас проверяется отдельный резистор. На графике видно, как изменяется сопротивление резистора, и он должен сгореть в течение 20 тысяч секунд под воздействием электромиграции, но не раньше этого времени. Этот эффект наблюдается сильнее с увеличением плотности компонентов, поэтому я не мог не спросить, какой деградации может быть подвергнут процессор, постоянно находящийся в разгоне. Разумеется, мы говорим о значительном повышении напряжения. Процессор состоит из многих дискретных структур, таких как транзистор, резистор, шины металлические. Все это такая электрическая схема. И вот каждый элемент этой схемы подвержен деградации. Как транзисторы, так и резисторы при высокой температуре и при высоком токе. Например, в металлических шинах происходит так называемая электромиграция, когда атомы металла под действием так называемого электронного ветра смещаются из своих позиций, и происходит сужение металлической шины, которое со временем под действием температуры и тока производит вообще разрыв этой шины. Вот здесь мы как раз проводим испытания металлической шины в форме резистора на воздействие электромиграции, температуры и тока. Дома персональный компьютер есть? Да. На базе какого процессора? На базе, к сожалению, Intel. Ну, не Эльбрус, да? Жду.
Понятно, хорошо. Не знаю, дождемся ли мы своей продукции для персональных компьютеров в свободной продаже по конкурентным ценам, но что-то мне подсказывает, что цены ни в каком случае не будут ниже, чем зарубежные аналоги, которые сейчас при подборе в Е-каталоге можно складывать в отдельные закладки, формируя таким образом аналог корзины. Так можно делать сборки, основываясь на ценах не одного магазина, а нескольких, где дешевле каждый компонент. Закладки, как и многое другое, хранятся в вашем аккаунте Е-каталога. Друзья, предвосхищаю ваш вопрос, кому вообще нужна продукция компании Micron в мире. Хочу показать вам вот эту импровизированную карту мира, где значками представлены заказчики и некоторые поставщики. Вот, например, Hitachi что-то заказывает у компании Micron. Представлена Европа множеством значков и даже Северная Америка. Так что продукция компании Micron востребована даже в мире. А страны уходят не только в политическую и торговую, но и очень сильно в экономическую изоляцию. Вот мы видим пример расправы США с ZTE и Huawei. Отказу от Huawei присоединились практически все страны НАТО. Вот. Есть, кстати, корреляция между, как это сказать, числом военных баз американских в стране и отказом от Huawei. Глобальный мир, он распадается на отдельные блоки. Поэтому в изоляции, конечно, российские инженеры там тоже смогут пройти этот путь, тут нет никакой магии, но это будет дороже, дольше и тяжелее. Вот. Путь идти обязательно надо, а стране нужно именно производство. А вот этот подход, популярный у многих инноваторов, что здесь должны быть мозги, а произведем мы где угодно, как на принтере, напечатаем и так далее, он показал всю свою наивность как раз когда начались ограничения доступа к технологиям, технологическому оборудованию, производству. То есть Россия, несомненно, чтобы быть ядерной державой, чтобы быть космической державой, необходимо иметь производство на своей территории. Очевидно, что нормы 180 нанометров и 90 не предназначены для высокопроизводительных процессоров, где требуются емкие вычисления. Там, процессор для дата-центра на этой норме сделать нельзя. В то же время мы видим, что сейчас вот большинство компаний единорогов 2018 года это были компании, которые работают там, в так называемом edge-компьютинге или краевые вычисления, это по-русски называется, инфраструктурные вычисления, там по-разному это. Суть в чем? В том, что мы данные не отправляем, не сливаемся в дата-центры, там, в облако единое, там, распределенные дата-центры. Мы часть данных, поскольку у нас уже очень много начинает появляться на краю всяких сенсоров, счетчиков, датчиков, и большую часть времени этот датчик, если все нормально, датчик газа, например, он просто спит, он стоит, ничего не происходит. А вот эту маленькую вычислительную мощность, они 8-разрядные, они очень немощные, они хороши в низком энергопотреблении. Можно в свободное время использовать для вычислений. А поскольку датчиков десятки и сотни миллионов, то их общая вычислительная мощность, она сложится в очень хороший дата-центр. Могу привести пример. Вот у нас на мобильных телефонах везде по умолчанию, на многих установлен Facebook, например, или Google. И они, когда телефон спит, все равно некие там операции на нем делают. То есть они фактически мощность его используют. То же самое делают краевые вычисления только на устройствах интернета вещей, которых больше, вычислительная мощность все больше. Сейчас основной темой краевых вычислений там являются довольно маргинальные штуки типа DDoS-атак. Понятно, что DDoS-атаку мне все равно, я веду с мощного компьютера, там, с интеловским процессором или со счетчика электроэнергии. То есть в архитектуре прошлых поколений они их просто собирали, там счетчик каждые 3 секунды, например, должен замер энергии делать. И каждые 3 секунды он нагружал сеть, нагружал дата-центр, все эти вещи. Тем более это была операция записи, которая в базах данных обычно довольно долго, самая долгая и жрущая. А сейчас мир идет к тому, чтобы на месте все это отрабатывать. Счетчик у себя в голове, там, в небольшой, немощный, складывает эти показания. Операция сложения она достаточно не ресурсоемкая. Вот, там у него
Ему, по-моему, мегабита хватит на 10 лет, вот где-то так, на время поверки точно. И выдает показания только когда у него центр запрашивает, там, выстави мне счет, там, или дай показания по всем ночам, по всем полнолуниям и так далее. Устройства для краевых вычислений – это как раз устройства, которые делаются по нормам там, 250-180 нанометров. Это то, что может делать наш завод. Поэтому, если мы возвращаемся к теме Эльбруса, то, конечно, те их процессоры, которые предназначаются для компьютеров, это не технологии нашего завода. Гораздо больше и важнее с точки зрения безопасности рынки технологической автоматизации так называемых критических инфраструктур. А вот эти рынки как раз мониторят, обслуживают, автоматизируют достаточно простые устройства, которые можно сейчас сделать в России в полном цикле. Ну, МЦСТ сейчас даже не 28 нанометров надо, у них 22, они замахнулись уже на 16, ну, по крайней мере, по дизайну. Где они их делают? Насколько я знаю, на TSMC, то есть мы возвращаемся к этой фаундри, которая становится почти монополией. Сейчас на 7 нанометров у нее более 90% рынка. А у нас от партнерства с любой технологической сильной страной возможности, грубо говоря, удвоиться. Китай вкладывает уже не первое десятилетие беспрецедентные средства в развитие собственной микроэлектроники. Они прекрасно осознают, что это стратегически важная отрасль, и что пока они не научатся делать свои микросхемы, они останутся зависимыми. Что мы на примере с Huawei, например, видим, там одним из главных инструментов давления является как раз их зависимость от импортных процессоров. Вот, поэтому сотрудничество с Китаем, с Кореей, с Японией, там, с любой дружественной страной, конечно, очень сильно добавит к развитию обоих стран. Китай находится не на самом первом рубеже микроэлектроники, но делает очень волевые, разумные системные усилия, чтобы оказаться там. Это страна, которая развивается по 5-летнему плану, где сильный государственный сектор и планирование, и в развитии технологий это, конечно, гораздо более эффективная модель, чем открытый рынок и конкуренция. Например, китайцы разложили весь технологический цикл, там сотни операций включают даже на таком заводе, на составляющие, на поставщиков, определили, где у них иностранные поставщики, и по каждой операции стали выращивать собственных. И вот так системно Китай действует во всем. Они купили несколько мировых компаний, которые обеспечивают высокий спрос на микроэлектронику. Китаю, конечно, легче, чем нам, намного легче в том, что у них огромное население и огромный рынок. Несомненно, Россия обладает более сильной научно-инженерной школой, поэтому партнерство с Китаем, конечно, будет выгодно для обоих стран. На заводе Микрон производятся чипы для банковских карт, билетов в метро и прочих подобных вещей. 2 чипа вшил себе в руку житель Зеленограда Жан Жушков. Ключ от подъезда и автомобиля. И, как сказали на Микроне, они хотят предложить ему вшить мультифункциональный чип. Но для массовой реализации завод подобные изделия пока не рассматривает. Ну, только в качестве эксперимента. А вот делать чипы для рыб в рыбном хозяйстве – это уже понятная бизнес-модель. Чипы поступают на линию еще в виде пластин. Тут они подрезаются, потом утоняются, с них методом шлифовки срезается лишний кремний, и пластина расходится на отдельные чипы. Они помещаются на носитель, и дальше эта лента проходит несколько станков, где наносится клей, развариваются перемычки для монтажа контактной площадки, и чип заливается компаундом. Изделие поступает на испытательный стенд, после прохождения которого чип кодируется. Чипы разных размеров с разной функциональностью размещаются в разных картах или документах. Этого года хотим делать на водительское удостоверение, будем тоже пробовать, уже все разработано, как бы ждем команду. Что же касается билетов в метро, то тут же находится и производственная линия билетов и карты «Тройка». На март запланировано производство 20 миллионов билетов, и в каждом из них крохотный кремниевый чип. Если вы задавались вопросом, как работает билет без источника питания, то тут все просто. В момент поднесения билета к считывающему устройству, благодаря создаваемому им магнитному полю, внутри билета возникает электрическое поле, достаточное для выполнения функции. Точно так же, как и в беспроводной зарядке. И так как с помощью магнитного поля можно передавать данные, билет
турникет-валидатор или ваш смартфон обмениваются данными. Кодируются карты еще на микроне, также бесконтактным способом. Да, на этом станке мы непосредственно персонализируем карты, да, а карты поступают на колесо. И казалось бы, вполне очевидно, что персональный компьютер, хотя бы его офисный вариант, без зарубежных технологий сегодня не освоить. Но представители Микрона настроены оптимистично. Такой компьютер, наверное, во многом можно. Там будет свой процессор, какой-никакой, какая-никакая память. Хуже будет с периферией. Вот. Ну, если задаться целью, то можно. Это не самое сложное устройство и не самое важное. Я думаю, что поток компьютеров, на которых работает офис, он ни при каких санкциях не прекратится в нашу страну. Ну, это очень дженерик такой, как мобильный телефон. Мне кажется, надо заботиться об импортозамещении в технике, которая управляет промышленными станками, который управляет инфраструктурами, там, снабжением городов, вот этими всеми длинными электрическими линиями, трубопроводами. Сейчас уже такой, всем известной попсой стали примеры взлома промышленных систем, когда взломали систему фабрики, которая производила булочки, в 9 раз больше в рецептуры соли добавили, и поскольку изменили все листы проверки, то фирма ничего не заметила до тех пор, пока это не поступило в супермаркеты и пользователи не стали жаловаться. Еще мой любимый пример. Уволили инженера, он удаленно через интернет зашел в систему и открыл все шлюзы канализации, там затопил город. То есть вот основные опасности сейчас и для безопасности страны, и в общем для жизнеобеспечения людей представляют не персональные компьютеры, а вот это все увеличивающаяся промышленная автоматизация. Что несет с собой искусственный интеллект, мы пока до конца не знаем. Мы пока до конца не видим, так скажем. Да, раньше все было предопределено алгоритмами, то есть что мы зашили в систему, то она и делает, она не обучается. Потом постепенно зашли большие данные, машинное обучение, и система стала обучаться, но статистически. То есть она видит корреляцию, она меняет коэффициенты, грубо говоря, при принятии решений. Следующий этап – это вот новые нейронные архитектуры, когда машина обучается не столько статистически, сколько в построении взаимосвязей, в анализе, что на входе, что на выходе, вот в самообучении. Это нам грозит автопилотами и, соответственно, огромной безработицей, то есть занятых в шоферском деле много. И это нам грозит дальнейшим падением средней массы мозга на человека, что понятно, когда вы там пользуетесь каким-то комбайном навороченным, кухонным, вы перестаете уметь готовить. Когда вы все взвешиваете на весах, вы перестаете, у вас пропадает умение сделать на глазок. Вы включаете навигатор, вы не умеете ориентироваться. То есть вот, мозг как мышца, что не тренируется, то атрофируется. Поэтому социальный эффект от всех технологий совершенно непонятен, а от автопилотов, скорее всего, довольно негативен и трагичен. И это все, конечно, тоже несет нам развитие микроэлектроники. Без микроэлектроники ни одна эта система не работает. Сейчас будут развиваться, активно инвестируются процессоры, которые решают какую-то очень локальную задачу. Например, процессор, который не огромные числа с плавающей запятой складывает, а оперирует только четкой длины целочисленными массивами. Страшно представить, насколько быстрее он при одинаковой норме будет работать, чем процессор с плавающими переменными. Задачи, которые можно решить этими операциями, они там больше половины бизнесовых всех задач с базами данных решают. Поэтому вот такие штуки создаются. Опять же, процессоры, вот если мы говорим о задачах распознавания искусственного интеллекта, там процессор со специальной нейронной архитектурой, строящей связи между входом и выходом, он, конечно, более эффективно и дешево это решит, чем мощный 8-ядерный процессор. И более того, мы уходим вот от тотального засилья того же Intel к разнообразию архитектуры, и здесь у России прекрасный шанс занять свое место.
Производство микроэлектроники в России – это вопрос, который стоит особенно остро, для нашей страны. И да, действительно, мы часть компонентов, которые необходимы для высокоточных приборов, просто не можем произвести. Хотя бы те же самые видеокарты взять, там есть компоненты, которые не производятся в России. Но очень хорошо, что существует завод «Микрон», который развивается. И здесь налажено производство кремниевых чипов, необходимых для промышленности. Сейчас я не говорю о персональных компьютерах, до них нам еще далеко. И нужно ли? Вот промышленности нужны наши отечественные разработки, и хорошо, что здесь они есть. Я надеюсь, что вы сегодня узнали так же много нового, как и я. И на этом все, друзья. Пока! Мы живем в толерантном обществе, и поэтому всем нужна своя расцветка. Даже халаты на Микроне есть для определенных